Я уже несколько лет хотел сделать топ-10 на эту тему. Сейчас наконец-то вырвал на это время у своих будней. Очень люблю хорроры, люди, которые на меня давно подписаны, вы сами все знаете. С детства в них залипаю, особенно ценю именно те, которые способны насмерть меня испугать именно без полумер, чтобы потом какое-то время нужно было еще дыхание восстанавливать. Но таких прям сильных представителей жанра, от которых ты тахикардию способен поймать, к сожалению, не очень много. В сегодняшнем топе я выбрал те, которые произвели на меня впечатление, и лично для меня выделились из общего числа хорроров. И в очередной раз обозначу, что я в своих топах не расставляю игры от худшей к лучшей, я их все оцениваю одинаково хорошо. Еще также после 10-й игры сегодня вставлю вам небольшой бонус, прям даже отрывком с моего стрима, может даже не одним отрывком. Рассказывать же здесь я буду именно о своем первом опыте знакомства с этими играми, именно в те года, когда они выходили. То есть, если мне на момент игры во что-то из топа было, например, 10-12 лет, а несколько таких игр даже сегодня будут, то я расскажу именно о тех самых ощущениях, которые я испытал в том самом возрасте. Также здесь мы немного затронем некоторые психологические аспекты, разного рода фобии и так далее. Пока что я не знаю, насколько далеко все зайдет, но одно знаю точно, что сегодня мы обстоятельно поговорим, и скорее всего здесь также будут упомянуты какие-то вещи обо мне, которые я прежде на своем канале не упоминал. Так что в этом видео будем знакомиться поближе. В ответ, надеюсь, увижу ваши комментарии с подобными историями от вас самих. Ведь все всегда очень индивидуально. У каждого человека свой уникальный порог срабатывания этой самой рефлекторной реакции на возможную угрозу, которую можно назвать испугом или чувством страха. Например, кто-то боится пауков, кто-то не боится пауков, кто-то боится зомби, а кого-то больше пугают вампиры. И все в этом духе. Ну поехали, друзья, заваривайте чай, кофе, если еще этого не сделали, приятного просмотра. Ну а начать я решил вот с чего. С уникальной, на мой взгляд, игры, даже на сегодняшний день, которая умудрилась сочетать в себе и хоррор, и экшен от первого лица. Именно от первого, это важно. Если вы подумали сейчас, а что тут сложного? Ну вот, чтобы и экшен, и хоррор, и чтобы от первого лица. Тут же вот недавно совсем Resident Evil 7 и 8 выходили, где вроде бы и то, и другое там сочетается. Ну а я же считаю, что Resident Evil 7 это хоррор, но не экшен, потому что там нет такого прям количества врагов и перестрелок, чтобы считаться экшеном. А Resident Evil 8, там-то как раз хватает баталий, но это вот не хоррор ни хрена, это именно что боевик, где ты уже даже в самом начале игры отстреливаешь под 30-ник оборотней. Наверное, самый бодрый старт из всех игр серии Resident Evil. Ну что же это за хоррор такой? Видимо, все-таки в этом существуют какие-то сложности, чтобы объединить и боевик, и ужас. Так вот, Doom 3. Речь пойдет не об BFG Edition, хотя она очень крутая и подтянутая, а о той игре, которая выходила изначально, потому что там не было возможности включать фонарь и держать при этом в руках оружие, нужно было постоянно переключать с одного на другое, а темных мест там очень много, по сути эта игра из них и создана. Кстати, фонариком можно было еще и по башке кого-нибудь бахнуть, раз уж мы его держим. Чем пугала эта игра? Не темнотой, конечно же, а тем, что из нее лезет и с какой частотой. Самые жуткие, как бы это странно ни звучало, это первичные зомби, ведь их, твою мать, почти не слышно. Ребят покрупнее проще услышать, потому что они иногда дают о себе знать. В тебя либо фаербол летит из другого конца комнаты, либо очередь автоматная. А к зомбям нужно постоянно прислушиваться, потому что выдает их только короткий рык в начале их появления. А находятся они чаще всего именно в темноте и приближаются к тебе очень тихо. Атмосфера охеренная, очень много тихих моментов, которые держат в напряжении. И ты вроде башкой понимаешь, что сейчас на тебя точно кто-то выскочит, но ты понятия не имеешь откуда и кто. И когда это происходит, как бы ты ни был к этому морально готов, ты дернешься и скажешь: Скамбля, ты сука! кто-то топает еще. Скамбля, ты сука! Откуда ты вылез, блядь? Тебя же не было здесь. Вот они постоянно это делают. А когда тебе уже покажется, что ты всех перестрелял, сзади тебя обязательно ебнет зомби, потому что он уже обязательно вылез откуда-то из скрытой в темноте области. А ты его не слышишь, и так постоянно. И нужно всегда оборачиваться, проверять, что там сзади. И все это в тишине. То есть на локации звучат выстрелы, звуки открытия-закрытия дверей, звуки собственных шагов, звуки пара, который валит из труб. Но, как водится в правильных хоррорах, отвлекающей от геймплея музыки практически никакой нет.
Ты вслушиваешься во все, что тебя окружает, и понимаешь, что ты сейчас в своей проблеме один, на чужой планете, в полной темноте, на станции, набитой пугающей нечистью, которая непонятно вообще какого хера полезла. Раскрывать эту загадку будешь из редких диалогов с NPC, которые по углам ныкаются, а также из текстовых и аудиодневников. Неважно, насколько много или немного у тебя оружия, и как часто приходится из него стрелять, даже то, что эта игра является еще и экшеном, не делает ее менее пугающей. Сколько бы я там стволов и патронов не находил, это самое жуткое ощущение меня не покидало, а спокойствие не приходило. Откуда ты лезешь? Это значит, что нам будет чем заняться, ребят. Ты тут спал, ждал, когда я подойду, да? Вот за патроны спасибо. Так, КПП охрана. Ой, блядь, вот пиндос, блядь. И даже когда я вот совсем недавно ее перепрошел на стриме, я могу подтвердить, что да, все так. Более уникального сочетания жути и боевика от первого лица лично я еще не встречал. Конечно, я мог что-то упустить, ведь игр бесконечное множество, и среди инди-проектов, многие из которых обошли меня стороной, и я прям прошу вас после просмотра этого видео, напишите мне в комменты, знаете ли вы еще нечто подобное, чтобы от первого лица, чтобы хоррор, и чтобы в ней был подобный экшен, который не уничтожает атмосферу хоррора. Я хочу еще такое. Там кровище. Не работает. Я все перепробовал. Понял, значит, мне сюда. Свой приятель. Не драматизируй, ты уже и так был мертв. Что ж, ну а сейчас мы двигаемся к следующему урону по нашей психике. Хоррор под номером 2. Resident Evil. Resident Evil 2. Resident Evil. Вы ж не думали, что я не включу сюда одного из родоначальников жанра? Это вообще первый хоррор в моей жизни, вот самый первый. Я серьезно, до появления плойки у меня дома в конце 90-х в первые 3 части мы играли в игровых салонах. Но Resident Evil это очень длинный сериал, там уже под 30-ку игр, спин-оффы, ремейки, онлайны и все такое прочее. А в данный момент нам нужны именно страшные игры. Так вот, из всей серии самыми страшными я считаю первую, вторую и третью часть. Хоть оригиналы, хоть ремейки, один хрен. Ну, кроме ремейка третьей части, по моему мнению, это не хоррор, но переосмыслениями первых 2 частей они нисколько не испортили то, что было изначально, а где-то даже приумножили хороший результат, особенно во второй части. Is anyone here? Jesus. They're everywhere. Это вот именно хорроры до мозга костей, где экшен как таковой, конечно, присутствует, но только для того, чтобы подчеркнуть, что главные герои хоть и попали в сложную ситуацию, но они не беспомощны. В первой части особняк полный тайн, загадок, закрытых дверей, непонятно откуда появившиеся живые мертвецы. В натуре тебе говорю, я в детстве от этих шаркающих сукиных детей всегда был в каком-то кардиошоке, потому что понимал, насколько они опасны. Ну типа, если тебя укусят, а по некоторым фильмам еще и поцарапают, короче говоря, если ты заражаешься этой заразой, то ты неизбежно сам таким становишься. Ты медленно угасаешь от этого укуса, а потом твое тело ходит, пожирает плоть и продолжает заражать других. А если кусают кого-то из дорогих тебе людей, то понимание того, что он уже неизбежно мертв, и у вас по сути несколько часов, чтобы попрощаться, как с человеком, у которого рак, я не знаю, что в жизни может быть еще страшнее. Вот именно осознавание всего вышеперечисленного и нагоняло лично на меня еще больше ужаса, когда я проходил первые части Resident Evil больше 20 лет назад. Там, понятное дело, что сцены жестокости и насилия, и стоят четкие ограничения по возрасту, потому что ребенок может себе просто психику сломать. Но это было настолько интересно, настолько свежо и настолько круто сделано, что через этот самый страх и все ограничения хотелось переступать снова и снова, чтобы включить игру опять. В ней, кстати, потрясающий саундтрек, который играет в нужные моменты, который ненавязчивый и подчеркивающий ту среду, в которую попадают герои. Огромное количество скримеров. Эта игра прям старалась тебя напугать и нагнать жуть, либо чем-то резким, либо атмосферой. Там одно мычание зомби в полной тишине очень дорогого стоит. Особенно если ты только вошел в комнату, особенности камеры не позволяют тебе видеть перед собой все, но ты уже слышишь, как оно где-то там еле ходит и издает пугающие звуки. Возможно, даже уже рядом с тобой. Так вот, первые 3 игры и сегодня ощущаются примерно одинаково и атмосферой, и количеством пугающих элементов, а вот последующие резики такими уже, увы, не были. Они принципиально другие, я их тоже очень люблю,
люблю, но хоррорами я их назвать уже не могу. С 4 по 6 части там все понятно. Revelations, возможно, и пытаются пугать, но скорее не выходит, чем выходит. 7 часть, ну блин, она не страшная, лично для меня. Крутая, да, атмосферная, да. Хоррор? Безусловно. Но если первой трилогии я ставлю 8 из 10 инфарктов, то 7 я бы поставил 6. Такие дела, ребят. Идем дальше. Alien Isolation. Ненавижу эту игру настолько сильно, насколько и люблю. Я ее на сложном режиме проходил вот пару-тройку лет назад на стримах. Запись, кстати, осталась. Чужие, они вообще мало того, что сами по себе страшные, уже одним своим внешним видом, так еще и опасные и беспощадные, и не хотелось бы оставаться даже с одним из них где-нибудь наедине, но его в баню. А еще лучше в кипящую лаву, потому что на кислоту ему поебать. Он сам из нее состоит. Игра просто очаровательная, а главное, что она последовательная и динамичная. То есть мне понравилось то, что вроде бы она и называется «Чужой изоляция», но чужой появляется далеко не сразу. Если мне не изменяет память, где-то на 2-3 часу геймплея. Нас к нему очень качественно подготавливают все время и нагнетают саспенс. Но когда он появляется, все, наш мир уже никогда не будет прежним, ибо если он нас унюхивает, то ваншотит при любом раскладе. Нам на помощь приходит только стелс. Я не могу сказать, что в игре гора скримеров, хотя и они имеются, но пугают нас не они, а само присутствие чужого рядом. Потому что в моменты ваших тет-а-тетов, когда он тебя пытается унюхать, если ты совершаешь хоть одну ошибку, считай, что ты уже начинаешь с чекпоинта. Иногда он громкий, его прям можно услышать. Иногда он тихий и может стоять за углом ждать. А может, сука, притаиться в вентиляции. Именно притаиться, блядь. Это дрянь умная, ему прописали шикарный искусственный интеллект. Еще мне понравилось, что после его появления нам дают время от времени от него отдохнуть. То есть эта игра не является преследованием и прятками нон-стопом. Нам дают выдохнуть на какое-то время, чтобы мы почувствовали разницу, как спокойно нам играется, когда рядом его нет, и как пиздец все переворачивается, когда ты неподалеку слышишь шипение и видишь хвост, торчащий из-за угла. Это значит, что сейчас от 30 минут до 1 часа ты будешь заучивать тактику прохождения данного сегмента, чтобы тебя при этом не разорвали. Чаще всего, чтобы пройти дальше, нужно незаметно от чужого выполнить ряд условий, и они с каждым разом все сложнее и замудреннее, от этого пригорает еще сильнее. Конечно же, темные коридоры, инвентарь, сбор предметов, ознакомление с документами и аудиодневниками никто не отменял. Также могу отметить отличный сюжет, ему очень много времени уделили, и игра сама получилась довольно-таки длинная. Жаль, продолжение никакое не сделали, было бы круто, вот все то же самое в таком же сеттинге. Вообще, что там последнее о чужих-то выходило? По-моему, какая-то онлайновая стрелялка, не помню название. Надо будет потом ознакомиться и поотстреливать трудней. Итак, игра номер 4. Condemned. Здесь мы управляем детективом, который начинает с того, что просто приезжает на место преступления, где орудовал больной ублюдок-маньяк, убивающий людей определенным образом. Затем мужика подставляют, и практически весь остаток игры он тратит на то, чтобы доказать свою невиновность. Здесь был очень интересный способ подачи сюжета, ощущалась некоторая многоуровневость. Если все начинается как обычный детектив и расследование убийства, то потом продолжается как психологический триллер. Здесь наше основное оружие — это смачный рукопашный бой. Конечно же, иногда у нас будет появляться огнестрел, но патронов не очень много, поэтому доски, топоры, кстати, мои любимые, кувалды, все, что мы найдем в этом насквозь пропитанном преступностью городе, нам в помощь. Здесь очень круто и натурально реализована эта мартуха от первого лица. Удары ощущались превосходно, их даже хотелось наносить куда больше, чем стрелять во врагов из оружия. Сначала нас пугают гребаными наркоманами и прочими отбросами общества, но затем начинается какая-то необъяснимая гребаная чертовщина, которая пугает еще сильнее. Все это очень шикарно и гармонично сочеталось с детективными элементами, так как всякого рода расследования и поиск улик не испортили еще ни одну игру. Стараюсь немного говорить вообще обо всех играх в этом топе, чтобы что-нибудь случайно не спойлернуть, потому как все же я надеюсь, что однажды, возможно, вы в эти игры захотите поиграть, если на сегодняшний день вы с ними еще не знакомы. Также ужасности
добавляла впечатляющая детализация уровней и звуковое оформление, из-за чего общая атмосфера умело щекотала нервы и могла даже свести нас с ума. Кстати говоря, в 2008 году игру даже запретили в Германии, видимо, некоторые моменты показались немцам слишком уж жестокими. Рекомендую эту страшилку к прохождению даже в наши дни. Кто любит хорроры и еще не пробовал, врубайте. Благо, она уж точно пойдет на любом ПК. Моя личная оценка 7 из 10 инфарктов. Движемся дальше. С первых секунд начала игры я помню, что уже охерел. Это тот самый хоррор, который просто с лету дает понять, что тебе пизда. Просто вот пару секунд вашего внимания, начало игры. Увидьте это. Я в те годы думал, что мне после резика уже ничего не страшно, потому что все фобии и все страшные моменты с этими зомбями были мною пройдены и проработаны. Но, сука, я никогда еще так не заблуждался. Потом буквально через какое-то мгновение показывают какую-то хрень, которая разбирает собаку на запчасти и начинает играть мрачный такой атмосферный ракешник. Кто меня хорошо знает и давно подписан, те знают, что такую музыку я люблю. А это значит, что уже с самого начала после увиденного мною, не так, после пережитого мною пролога этой прекрасной игры, я был уже максимально вовлечен, заинтригован, полон энтузиазма и, само собой, я уже предвкушал новые фобии и ночные кошмары. Прям вкуснятина, дайте 2. Мало того, что эта штука страшная, так она ж еще падла и интересная. Опять же, спойлерить не буду, как по мне, для игр в жанре хоррор сюжет здесь очень неплохой. Это был новый шикарный глоток свежего воздуха после сотни раз пройденных мною Resident Evil. Вот в таком вот напряге, который у меня образовался в самом ее начале, примерно вся игра и прошла. Конечно, ближе к середине я там чуток попривык, но сюрпризы были, так или иначе. Расслабиться окончательно Alone in the Dark вам не позволит. Вот вам парочка скримеров и поехали дальше. Да, и музон, конечно, шикарен. Композитору просто мой самый низкий поклон. Игра под номером 6. Сейчас мы вернемся в космос и поговорим о Dead Space. Первых 2 играх. Третья в данном контексте идет лесом. Она, безусловно, тоже очень нравится мне, но это сплошной уже боевик. Там 3 инфаркта максимум я могу поставить. А вот первые 2 это просто пушка. Особенно помню вот этот момент из второй части. Этот кадр, разумеется, у меня был взят на просторах интернета. Тут видно, что человек уже играл в эту игру, двигался быстро и особо в детали не вдавался. Его цель была просто пробежать, потому что это тупо геймплейное видео. А при первом же прохождении, вот именно в этом месте я двигался медленно, слушал все эти звуки, подошел к своей жене, которая своим присутствием кого угодно с ума могла свести, что уже само по себе жутко нахуй. А потом еще и поезд этот, горящий и резкий, как смена курса биткоина. Это такая мощная камбуха вышла, вот постановка именно вот этой сцены это нечто гениальное. Чувак, который это придумал, если ты смотришь, ты чертов гений. Ой, господи, что я туплю? Я сейчас попробую в своих архивах этот момент на моем стриме найти. 13 июля 2021 год. Момент на моем стриме. Удобненько, удобненько. Немножко Silent Hill. Ой, блядь, это моя супруга снова, здравствуй. Какая же это охуенная игра, ребят. Я просто в ахуе. Сначала напугали этими слуховыми эффектами, искажением
того, что я вижу, потом жена опять в пугающем своем обличии начала на меня орать. И, блядь, только она исчезла, поезд проехал огненный. Просто вот 3 в одном. Красота. Просто красота. Ну, по сути, да, заметил, что я даже сам себя дублирую, когда об этом рассказываю. Сразу обозначу, что это перепрохождение. Первый раз я ее лет 10 назад проходил, разумеется, забыл напрочь все, что там было, кроме своих ощущений и впечатлений. И вот какое-то время назад я все это переигрывал на стриме. Дичайший кайф. Вот первую и вторую часть этой трилогии я в принципе воспринимаю как единое целое по содержанию, подаче материала и уровню хоррора внутри. Очень много скримеров, монстры выскакивают отовсюду, эти некроморфы, хреноморфы и прочие куски мяса с когтями, звуки издают при этом жуткие, все это на космической станции, которая фактически вся в кровище уже. Ну и саспенс некоторый сюжетный там также имеется. Вы меня простите, я тут возможно немного спойлернул с этими кадрами, все же игра достаточно известна, и я надеюсь, что к этому моменту все зрители уже с ней ознакомливались. Если нет, включайте, я не пойму, чего вы ждете. Кстати, раз уж такое дело, пользуюсь случаем и предлагаю подписаться на мой Trovo канал, где проходят мои стримы. Раньше это был YouTube, сейчас я со стримами переехал на Trovo. Там качество трансляций гораздо лучше, задержка минимальная, шикарный интерактив, очень много всяких приблуд и инструментов вовлечения для зрителя, чего на YouTube попросту нет и вряд ли скоро появится. Я и мои дорогие подписчики уже примерно год там пребываем, и на YouTube именно со стримами возвращаться как-то не особо уже и хочется. Так что ссылка в описании, ребят, подписывайтесь, становитесь частью семьи. Ну а мы движемся к следующей игре. А следующей игрой у нас стала Silent Hill. Но какой? Их много. Мой самый любимый Silent Hill, так уж сложилось, что я его и считаю самым страшным из серии. Сейчас объясню почему. Это вторая часть. О Джеймсе Сандерленде, который получил письмо от своей умершей жены и приехал искать ее в Silent Hill. Вообще, сама эта игра вполне заслуженно входит в списки лучших игр всех времен, а также занимает высокие позиции в чартах лучших хорроров игровой индустрии. Вообще, в играх этой серии, как повелось, скримеров очень немного, возможно, даже нет вообще. Эта игруха пугает исключительно своей атмосферой, а когда включаешь Silent Hill впервые, игра знакомит тебя со сломанным радио, которое начинает работать тогда, когда рядом есть существа, и чем ближе они, тем громче оно работает. Так вот, от белого шума этого радио реально зарождалось тревожное чувство, потому что мы знаем, что рядом с нами перемещается какое-то опасное дерьмо. И так при каждом срабатывании, в сочетании со средой, в которой нам предстоит находиться, и с тем, как выглядят и двигаются эти существа с соответствующим звуковым оформлением в этой игре, этот прием просто филигранно работает. Разработчикам за это 5 баллов. Но опять же, почему именно вторая часть? Да потому что вот. И речь не только об этом сегменте, а об очень многих связанных с этим хреном и не только с ним. То есть ты к этому вот моменту уже обнулил какое-то количество базовых монстров, возможно, они даже уже приелись, ну мало ли. И тут появляется это. Причем обыграно идеально. Сначала в длинном коридоре зашуршало радио. Затем мы приблизились к решетке, и через нее мы увидели этого амбала. И знаете что? Он просто стоял, ничего не делал, не пытался броситься на вас сквозь решетку. И это даже позволило нам лучше его рассмотреть. И нас пугало то, что мы увидели, потому что мы понимали, что он находится в этом самом доме, где и мы. И встреча эта далеко не последняя. И вот после этой самой встречи этот парень становится нашим ночным кошмаром. А потом нам еще и показали, что этот придурок творит с монстрами в этой игре, там-то мы вообще охерели. Еще помню, как задавались вопросом, какого хрена он делает со своими же корешами, что это за монстр такой? Я уже не помню, сколько лет мне было, когда я первый раз это увидел, может быть 11 или 12, но игра вышла в 2001, практически сразу у моего товарища появился диск на ПК. Опять же, все ограничения по возрасту были жестко проигнорированы, родители никак не могли отследить и регламентировать этот момент, мало того, никто из них даже не подозревал, что детские
игры могут быть не детскими. Вот это, черт возьми, одно из распространенных заблуждений о гейминге, что он только для детей. Я ни одну игру из этого топа не рекомендую включать неокрепшим умам. Я лично хорроры с 8 или 9 лет задрачивал. Меня после них порой кошмары ночные не отпускали, потому что для такого возраста это не совсем нормально. По словам психологов, где-то с 12-13 лет у ребенка только начинает корректно развиваться логическое мышление, выстраивание цепочек, мысли только начинают становиться более структурированными, и также развивается прекрасная способность выделять главное и второстепенное. Есть, конечно, и гребаные вундеркинды, возможно, у которых это все может начаться быстрее. Я же сейчас говорю о тенденции, что в основном ситуация такова. На мой взгляд, с 15-16 лет уже можно пытаться что-то серьезное доносить до человека. А все, что раньше, это может нанести травму и оставить какой-то отпечаток. И вот те здрасте, сейчас специально глянул возрастной рейтинг этой игры. Здесь разные аттестационные комиссии и рейтинговые системы разных государств выставляли свои собственные ограничения по возрасту. И самыми лояльными оказались японская, британская и австралийская система, которые установили 15+, а самая строгая, как мы это уже поняли из мини-обзора на игру Condemned, в Германии. Там-то немцы бахнули уже 18 лет. Я не знаю, они либо чересчур осторожничают, либо башкой понимают, что там все эти этапы развития у детей протекают немного медленнее, чем в других государствах. Так что ли получается? Аттестационные комиссии Германии, если вы меня смотрите, напишите в комментарии, почему человек до 18 лет у вас не имеет права включить Silent Hill. Ну то есть, вы правда думаете, что ваши дети не потянут? Я ничего не утверждаю и ни в коем случае не хочу обидеть немцев, да и в Германии я никогда не был и не общался с немецкими детьми. Это лишь мое оценочное суждение на основе тех данных, которые я нахожу в открытом доступе. Соответственно, возникают вопросы, на которые лично мне интересно было бы услышать ответ. Возможно, именно подход немцев в этом вопросе является более правильным. В моем случае, наверное, мне это даже помогло, ведь я благодаря этим хоррорам в довольно юном возрасте научился пересиливать свой страх, потому что мне интересно было поиграть в игру. И в дальнейшем мне в натуре и в 18, и в 25, и даже в 30 очень необычно слышать от некоторых своих сверстников, что в хорроры они не играют, потому что страшно им, а потому что они не насытились этим в детстве, чтобы в их зрелой жизни это перестало быть для них триггером. Родители, у кого есть дети, смотрите уже сами, принимайте решение, что своим мальчикам и девочкам ставить. Я только озвучил некоторые общие и известные факты и рассказал о своем примере, но все всегда очень индивидуально. Так вот, о чем это я? Silent Hill 2. Охуенная игра. Спасибо за внимание, движемся дальше. Outlast. Игра абсолютно для меня неинтересная, потому что я не люблю игры, где я не имею возможности дать в жбан врагам. Это ненормально. Особенно, когда твои враги это какие-то дрыщи, которых и так ветром сдувает. Ну оторви ты ножку от стула, да ебни ты его в лобешник. Нет, мы будем буквально каждый раз драпать и прятаться. Поиграл я в эту игру только потому, что это классика. Так уж вышло, что штука эта в какой-то момент была у всех на слуху, ну и стала своего рода классикой. Вот уже третья часть вроде бы скоро выходит, я понятия не имею, когда закончу это видео делать, поэтому, возможно, она уже и вышла. И мое мнение, дали бы возможность хлопать врагов хоть как-то, у меня было бы к ней гораздо лучшее отношение, чем то, которое есть сейчас. Но все вышеперечисленное не делает эту мразь менее стрёмной. Я ее проходил на стриме, сейчас кое-что покажу. Ну давай, занырнем. Поиграем в Брюса Уиллиса. Первый движущийся объект, который я увидел. А этот репортер вообще понимает, что он пришел в место, где кто-то еще есть? Может, он такой привык, что шарится там по домам с привидениями, где все поумирали уже, по заброшкам всяким. А тут что-то новенькое. Ебическая сила! Да хватит музыку. Я надеюсь, вас там не оглушило. А тут у меня еще один чувак без головы висит. Да шо ж вы все без головы-то? О, ты живой еще. Подожди, я сейчас батареечку сменю. Продолжай. Мне стыдно, но у нас с вами вечер откровений или где? Дышит он, конечно, тяжело. Прям слышно, как ему страшно. Я прям чувствую его страх. Чувствую его страх. Я в этот момент почувствовал себя Филиппом Киркоровым.
Она полна скримеров, и некоторые вот прям хорошие такие, добротные. Я ее проходил первый и последний раз в жизни на стриме вот пару лет назад, и она мне не запомнилась ничем, кроме как скримерами. Сами видите, мой внутренний Киркоров не даст соврать. Я очень быстро сейчас нашел эти фрагменты со стрима, потому что я помню об этих моментах по сей день вот уже 2 года, а это о чем-то договорит. Да, определенно страшная хрень, и игра у очень многих нашла свой отклик. И первая, и вторая часть, и третья обязательно найдет. Я в нее тоже поиграю на стриме обязательно, даже несмотря на то, что там грохнуть никого нельзя, все как обычно. Но острое ощущение Outlast нам железно подарит, тут я даже не сомневаюсь. Они просто сидят и смотрят? Ребят, а у меня к вам такой вопрос. В смысле, вам вообще насрать на меня? А что вы тут смотрите? Мужики. Вы, конечно, я смотрю, уникальные экспонаты. Ну, простите, что побеспокоил. Было приятно познакомиться. Кто-то еще сидит, но он, походу, мертвый. Вот я сейчас 100 пудов возьму эту карту, и что-то произойдет. Вот я жопой чую. Она у меня такие вещи как бы считывает. Ага. Ну, погнали. Меня сохранили. Зачем? Меня сохранили. Наверное, я сейчас только повернусь, и там кто-то будет стоять. Да что такое? Мужики, вы еще здесь? Ничего, если я снова пройду мимо вас? У нас в прошлый раз так хорошо получилось. Никто никого не трогал. Шалом. Мир вашему дому. Здоровье вашей башке. Вот, блин, не в тему будет сказано, но капец я жиробас на этих стримах. Аж прикольно было сейчас глянуть, что оно со мной было 2 года назад. Сейчас-то я уже, конечно, из спортзала месяцами не вылезал, минус 13 килограмм. Надо, ребята, надо. Вдруг зомби-апокалипсис, меня это уже не удивит спустя последние пару лет. Вот что вы будете делать? Когда эпидемия только началась, первыми, совершенно очевидно, сожрали толстяков. Предпоследняя игра на сегодня. Я сначала хотел оставить ее на самый конец, но потом решил, пусть она будет предпоследняя. The Beast Inside. Игра, которую я помню неоднократно советовал своим подписчикам после того, как сам в нее поиграл. К сожалению или к счастью, играл я в нее не на стриме, а с человеком, который любит хорроры, но боится сам их включать. Поэтому мы неоднократно делали так. Я прохожу, а человек смотрит. Ну и это весело, можно поорать, пошугаться вместе. Если хоррор хороший, и если вы думаете, что на Outlast, вот на этих показанных мною сегментах, я орал сильно? Друзья мои, вы не слышали вот этот расщеп во время моего прохождения The Beast Inside. Это просто Киркоров, помноженный на вечность, блять. Это игра 10 из 10 инфарктов и 10 из 10 Киркоровых. Именно она лично для меня в сегодняшнем топ-10 хорроров за всю мою жизнь и является самой, сука, страшной. Ее однозначно делали гении. Вот все-таки, да, к сожалению, записи прохождения этой игры у меня нет, но я эту штуку не забуду никогда и без записи. И мне сейчас нет смысла играть в нее на стриме, дабы вас повеселить, потому что я прекрасно помню, где какие пугалки. Их там до хрена, но я их помню. Мне очень понравилась эта игра. Когда я ее включал, я понимал, что это хоррор, но даже не догадывался, что он такой охеренный. Однозначно рекомендую. Вот чем страшнее, тем круче. Это же хорроры, они должны быть страшными, мы должны орать, мы должны испытывать эти эмоции. Лично для меня это знак качества. Прошу вас, друзья мои, напишите мне в комментарии топ-10 ваших любимых хорроров, от которых вы эмоционировали именно что в голосину. Я хочу что-то еще страшное, но времени настолько мало, чтобы попробовать вообще всех представителей жанра. Сейчас очень много развелось инди-проектов, какие-то из них, возможно, оказались хорошими, поэтому буду прислушиваться к вашим советам. Ну а мы движемся сейчас к нашей последней в этом топе игре. Кто бы мог подумать, секретные материалы, эксклюзив для PlayStation 2, и мне почему-то кажется, что мало кто с ней успел ознакомиться, но меня эта штука удивила, если честно. В детстве я всегда уходил в другую комнату, когда мой папа включал этот сериал по телеку, там были стрёмные серии, но когда я года 4 назад задался целью пересмотреть этот сериал, он уже не казался мне страшным абсолютно. Он остросюжетный, загадочный, мистический, иногда даже многоуровневый, очень крутой сериал, учитывая те годы, когда его снимали, повторюсь,
Повторюсь, да, это было круто. Я много не буду об этой игре говорить и лишний раз что-то спойлерить, потому что все-таки я хочу, чтобы вы с ней ознакомились. Ну или на стриме как-нибудь ее пройду, чтобы вам интересненько было. Но сейчас покажу некоторые фрагменты из начала игры для небольшой затравки. Все начинается с того, что Малдер и Скали отправляются в маленький городок Rocky Mountains. Одно ясно, убийца не человек. Сама игра в духе старых добрых survival-хорроров, которые мы знаем и любим. И для меня это был сюрприз, потому что я и не подозревал, что они сделают эту игру именно в таком стиле. На первом PlayStation у меня был кинематографический квест «Секретные материалы» на 4 дисках. Это был не хоррор, а просто интересный детектив. Game console. Starring David Duchovny and Gillian Anderson, this thrilling live-action adventure game features an original story by X-Files creator Chris Carter. Prove it. Search for evidence. I need for you to help me. Sift through clues. I'll take a sample of the side crime lab in DC and have it analyzed. Conduct interviews. FBI, like to ask you a few questions. And evade danger as live-action characters anticipate and react to your every move. The X-Files. There's nothing else out there like it on PlayStation. И когда мы с другом ставили диск с X-файлами уже на вторую плойку, мы думали, что будет нечто подобное, но хрен там плавал. Всем все понравилось, но прям будто Silent Hill или Resident Evil, те же самые смены углов у камеры. Вообще да, забыл я уже все об этой игре, все-таки она в 2004 году вышла, хочу освежить в памяти. У меня уже громаднейший список игр, которые я хочу переиграть на стримах, как и сравнительно новых, так и много старых, дабы сводить себе и моим подписчикам олдскулы, но времени на это настолько нет, что я не удивлюсь, если я до сих пор Бога войны прохожу. Максимальный уровень сложности, все как надо. Надеюсь, и до списка руки однажды дойдут. Ну а это была уже 10-я игра, которой мы наше видео и заканчиваем. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, вы неплохо перекусили, может быть даже узнали что-то новое. Напишите свой топ 10 любимых ужасов в комментариях, сравним наши показания, плюс я тоже рассчитываю на то, что узнаю от вас какую-нибудь новую игру, которая, возможно, от меня ускользнула. Увидимся на стримах и в новых видео. Так, я же в конце бонус обещал и фрагмент со стрима. Пожалуйста. Чё ты не цепляешься? Так. Что это было? Вообще, блядь, вот это хоррор! Так вот, самый лучший способ напугать человека – это дать ему понять, что сейчас он в полной безопасности, что совершенно ничто не предвещает беды. Что ты даже не в хоррор, блядь, играешь, и тут не может быть скримеров. Ты просто Бэтмен, ты просто летишь по своему городу, высматриваешь очередных ублюдков, чтобы вершить очередное правосудие, и у тебя не было ни одного скримера. Но разумеется, откуда им тут нахрен взяться? Это не хоррор, напомню я вам. И где-то на 20-м часу игры, совершенно спокойной и далекой от жанра ужас игры, происходит то, что ты ну никак не мог ожидать. Ладно, если ты играешь в Резик или Dead Space, ты прекрасно понимаешь, куда ты попал и что от всего этого стоит ожидать. И скримеры стрёмные, но ты в какой-то степени готов к ним, ведь ты знаешь, что они здесь будут. И потом, даже после прохождения, спустя пару-тройку лет, ты забудешь, где именно какой скример присутствовал, ну кроме, разумеется, самых ярких. Но вот это чучело, мне кажется, до конца дней моих теперь со мной. В общем, на этот раз точно все, ребят, будем закругляться. Увидимся в новых видео и хорошего вам...